Итак, доброго времени суток, дамы и господа. Мы продолжаем прохождение Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 и версия PlayStation 4 Pro. И мы продолжаем ровно с того момента, на котором мы остановились в прошлый раз, а именно чистим карту. Осталось у нас всего 3 точки интереса. Раз, два и три. И мы двигаемся дальше по сюжету, чтобы закрыть пролог. Что же ждет нас здесь? Да, патронов у меня ни хрена нет, поэтому придется всех резать. Ну, конечно, разумеется, я все сделал, как всегда, блять, не так, потому что по-хорошему нужно было бы сходить деку себе нормальную купить, раздобыть скриптов нормальных, а уже потом идти сюда ломать всех. Я тебя еще раз замкну. Опять я занимаюсь какой-то фигней и пробую рубить всех вместо того, чтобы стрелять. Ну, как мы видим, и так неплохо получается. Напоминаю, я играю на средней сложности. Вроде бы я уже забыл даже на самом деле. Вроде средняя. Отделяем голову от тела. Боеприпасы для дробовика. Как раз для того, чем я нахрен не пользуюсь. Так, у тебя что? Джерри Фолтер. Знакомые. Ребятки, к вам уже едут, перестреляйте всех за минуту. Александра Зайцева. Окей, сделаем, спасибо, а то их энтузиазм меня начал утомлять. Не вопрос, обращайтесь. Джерри Фолтер — это тот, который просил бичей под мостом завалить. Кстати, тоже к Мальстрёму обращался. Джерри Фолтер. Реджи, сынок, есть срочное задание. Реджи Лоб. Так точно, слушаю. Джерри Фолтер. У нас донесение о подозрительном фургоне в Нордсайде. Стекла заклеены, номеров нет. Судя по снимкам с дронов, внутри есть люди. Возможно, это как-то связано с вашим следствием, но их надо ловить прямо сейчас. Реджи Лоб. Так точно, выезжаем. Джерри Фолтер. Спасибо, Реджи, горжусь тобой. Для меня честь служить с такими ребятами, как ты. Реджи Лоб. Спасибо, шеф. Ну, короче, блядь, полицаи замешаны тут плотно с этими самыми... С Мальстрёмом. В общем, мутит чё. Джерри Фолтер мутит какую-то тут тему свою. Где моя точила? Вон она. Зачем идти, когда можно доехать? Правильно? Почему никакого плеера нету, чтобы можно было по ходу, бегая по городу, музыку слушать? Как в Watch Dogs 2, например.
Казалось бы, ребята чипуют себя с головы до жопы. Нет, чтобы какой-нибудь плеер в башку себе засунуть, чтобы музон слушать. Нет, нахрен, только радио, только в машине или на байке. Ну чё, камикадзе спешит на помощь. Меня, по-моему, спалили нахрен уже. Эх, патроны все кончились. Я же говорю, камикадзе. Что это за дробовик? Может, дробовик какой-нибудь взять? Блять, боеприпасы для снайперских. Ну нахер мне боеприпасы для снайперских. Золотая цепь, которая ни хрена не стоит. Надо, кстати, продать хлам весь. Только надо торговый автомат найти. Дробовик прикольный. Что у нас тут? Ничего. Офигенно. Увеличивает базовый урон оружия ближнего боя. Генератор микровибраций. Архивный диалог. Гейдж, ты не поверишь, мы поехали смотреть поезда, а там до потолка нейтранерской снаряги. Какие-то комбинезоны, кабели, щепки. Вот это все говно. Акари, а состояние? Гейдж. Да охуенное состояние, как вчера сделали. Акари, окей, поищу покупателя, может вудуистам надо. Гейдж, я бы не связывался с ними. Но вообще, да, это их тема. Попробуй, Акари, мы договорились. Пакуйте товар, сейчас пришлю координаты. Но почему-то компьютер не отвечает на клинок. Но это для клинков богомола, которых у меня нахрен нету. И завершающий штрих, а именно преступление. И наконец-то мы перейдем к... Поедем на встречу с Дексом, который, наверное, уже заждался меня там. Ой, блядь. Я уже даже потихоньку во вкус вхожу, когда играю. Ну. Хотя не сказать, чтобы мне прям киберпанк сильно нравился. Может, надо распробовать, скажем так. Или может быть потому, что я играл в него на PlayStation 4, даже не прошки, а самой первой ревизии фатки, и это было больно. А, я знаю, что тут. Выходим из машины. И погнали. Я не то ломаю. Блять, откат идет. Блять, как долго.
Ну, пока хакнем что-нибудь такое. Стелс-мастер, ёпта. Он нам сейчас импланты заключит. Ура! Оп. Вернемся. Блять, нахуй я этот нож подобрал? Не знает. Вот и я, блядь, не знаю. Да, блядь. Дробовик можно взять. Так, ладно, я там что-то насобирал из шмоток. Сообщение. Не знаю, кто из вас, дебилы, загнал машину под воду, но если товар не будет у меня завтра утром, причем сухой, вы все меня будете срать свинцом. Классная угроза. Мне нравится. А чё с кноутами? Может мне кто-нибудь сказать, почему они не работают? Игра глюканула, походу. Клево. Ну, просто вот тут лежит этот самый квестовый предмет. Не квестовый, а квестовый ящик. Ну что, девочки, бери свои слова обратно. Я все сделал. Фургон теперь на дистанционном управлении. Жмешь кнопочку, едет, жмешь другую, паркуется. Можно проворачивать дела, даже не выходя из дому. Ты еще будешь упрашивать, чтобы я твою тачку также прокачал. Да, походу кто-то на кнопочку нажал, и фургон уехал. Ну, наконец-то можно ехать на встречу с Декстом. С Декстером ДеШоном. Ну, типа, да, в игре можно машины покупать. Всякие разные, включая мотоциклы там. Но, типа,
Я не понимаю, когда меня вполне устраивает самая первая дефолтная тачка, так же, как меня устраивает самый первый мотоцикл, который ты бесплатно получаешь в игре. Типа, нахер тут что-то еще покупать. И причем покупка техники оформлена в виде сайд-квестов. Типа, братан, хочешь пройти все сайд-квесты, покупай все тачки в игре, нахуй. Странное решение, на мой взгляд. Да куда ты едешь, псина, блядь? Сука, взял, подрезал меня, мудак, нахуй. Пидорас. Мудофил. Кут, стоять, я проебал поворот, заслушался. Блять, кто дороги в этом городе делал? Бах, нахуй. Ладно, тормозим здесь. Ладно. Атлетика прокачивается. Когда надо бегать, чтобы атлетику прокачивать. Спасибо. Yo, Mr. V, a pleasure. Dexter ДеШон in the flesh. Ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? Would you rather live in peace as Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? It's first place or no place, Dex. Cost isn't a factor. Classic. I'd expect nothing less from eager, supple youth. Respect. All right, listen close. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scaffold. Hang on. I got a question of my own now. Why all this, Dex? Why me? Could've had Jackie or T-Bug sitting here. Could've just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past, and Sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech, a biochip to be precise.
Job's to grab it. Simple. Yeah? Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. No, no problem. Just a death sentence. NC's Arasaka's turf. Nobody fucks with them here. What can I say, Mr. V? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Besides that, I'm no leadhead. Ain't gonna leave no trace for them to follow, cause we gonna do this clean and on the hush-hush. We understand each other? You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Client. What's her thing? Why's she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Because if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstrom, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Royce guy. What's he like? A straight psychopath, chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that, except few of its other members, no matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip-tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter, so she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though's gonna be all you. One more thing, Mr. V. Quiet life or blaze of glory? Later now. Jackster, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally and not, yeah. Claimed to want to check our pro cred, but to me it feels more like he tangled us up with Maelstrom and Militech. There's this combat bot, military prototype. Maelstrom clept it. Then Dex paid to take it off their hands just before the Gangoons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. That sums it up.
Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Chingon. Hey, you don't sound thrilled. Royce, what do you know about him? He's fucking whack, something special. Junkies snort junk. Royce snorts chrome. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Ну, я всегда начинал с Эвелин Паркер, поэтому и в этот раз тоже начнем с заказчицы. Parker. I think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Orale. In that case, I'll hit the all foods. Put my nose to the ground. Sniff around. Hasta luego. Так, что-то мне Декс написал. Мистер Ви, я решил немного подстегнуть твой интерес к нашему общему предприятию. Биочип, который мы обсуждали, представляет собой сверхсекретную технологию, разработанную для богатейших людей планеты. Это лучшее страхование жизни, которое можно представить. Скоро мы с тобой будем купаться в Эдди. Да, может быть. Так, что бы мне прокачать? Давайте я инту качну. Массовую уязвимость. Вы получаете улучшенную версию демона массовой уязвимость, которая понижает все виды сопротивления всех врагов в локальной сети на 30%. То, что нужно. Так, Шершеляфам, прийти в бар Лизи. Ну так, ладно, поедем. Благо, там можно спокойно... Вектор, привет, малыш, я тут подумал, рваные футболки это хорошо, но для высшей лиги надо что-то посолиднее. На вершине мира ветер дует так, что мама не горюй, я себе не прощу, если ты в первый же день простудишься. В общем, загляни дома в тайник, я в прошлый раз там положил кое-что, примерь, думаю, тебе пойдет. Ну ты чё, я тебе и так уже должен миллиард Эдди. Еще один подарок я просто не могу принять. В смысле еще один? Ты думаешь, я тебе Кироши за спасибо устанавливал? Мне все равно эти куртки больше некуда девать. Мисти такое не носит, а мои панковские деньки давно прошли. Короче, если будешь их надевать иногда, я буду рад. Как там говорят, ведь ты этого достоин. Хотя, может, и не говорят уже, я не знаю. Кстати, надо ему бабки вернуть. Машина, стой. Поедем в бар Лизи. Мистер Ви, хочу напомнить, что сумма о размере 10 тысяч Эдди уже поступила на счет моих уважаемых партнеров из Мальстрима. Помни об этом, когда будешь получать товар, и не поддавайся на шантаж, к которому склонны представители этого прекрасного объединения. Спасибо за инфу. Так, ну мы сначала на встречу с Эвелин Паркер поедем. Как я и сказал. А потом займемся мальстремовцами. Ули ты сигналишь, псина? Как-то, чтоб у тебя на лбу хуй вырос, бибикала ебаная. Итак, бар Лизи. Так, а тут же можно было подождать где-то, нет? Закрыто. Да, я вижу, что закрыто. Ладно. Скипнем время. Ведьмак, ё-моё, система такая же. Сообщество Бартмоса. Скоро наступит столкновение с реальностью, которая возвестит будущее этого мира. Looking a little put out there, input. Interest you in a preem BD? Sure.
and I go. Hold it. House rules first. There will be severe penalties for any unauthorized recording. No drugs, no groping. Someone catch your eye? You do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. I really look that green to you. Like I don't know. Mm-hmm. Door's open. Have fun, input. Welcome to Lizzie's. И вам не хворать. My, what a sweet little face you have. Шельмы. Это одна из тех историй, которые звучат или очень просто, или очень сложно, смотря кого спросить. Шельмы появились потому, что должны были появиться, уверенно заявляет Дженнис. Нас некому было защитить, никто не мог дать отпор тем, кто нас гнобил. Пришлось взять дело в свои руки. В шельмах состоят те, чье исчезновение вы бы и не заметили. Секс-работники, нищие художники, отчаявшиеся бунтари. В общем, люди, к которым судьба оказалась не слишком благосклонна. Сегодня шельмы процветают, как принадлежащий им бар «Лизис», один из лучших брейн-данс-клубов во всем Найт-Сити. Его посещают люди самого разного социального положения, менеджеры корпораций и преступники, поп-звезды и простые работяги с заводов. Все они приходят выпить по коктейлю, отдохнуть и, главное, посмотреть вирты исключительной красоты и качества. Правда, большая часть посетителей не в курсе, что баром владеет и управляет банда. Шельмы приглядываются своими, как когда-то это делала легендарная Лиззи. Многие в Найт-Сити знают ее историю. Лиззи работала тут еще во времена стрип-клуба, гордо рассказывает Дженнис. Она помогала девочкам и следила, чтобы они получали деньги, а не по лицу. Однажды какое-то чмо, речь идет о члене банды «Тигриные когти», примечание редактора, так сильно оприходовала одну из стриптизерш, что Лиззи не выдержала. Говорят, она лично оторвала уродовую кошачьи яйца. Кровь и рвоту потом отмывали 2 суток. Конечно, когти об этом узнали и убили Лиззи. Но все те, о ком она заботилась, остались. Они объединились, чтобы отомстить. И Дженни сделает паузу. Дальше вы сами знаете. Wow, where do you shop? Fuck to death. Надпись на стене. Клевый девиз. Мне нравится. А здесь у нас стоит черный Тоха Логвинов. 20 из 20, блядь. Hey, Get you something. so, curious. The name Lizzie's, is that the owner? Not for a long while, no. And it's none too sweet a story. Now I'm just flat interested. Real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's Bar. Girls were paid right, insured, even had decent security. Good spot, all in all. Let me guess. It didn't last? No, Tiger Claws took care of that. Tiger beat one of Lizzie's girls real bad once. No hesitation, Lizzie blasted the guy's balls off. Gang came back the next day. Liz was done. Tigers gave this place up to the Mox in the end, though, didn't they? Sort of. The Moxes had to make a deal with them. Luckily, they kept their heads, organized quick. Big boss now is Susie Q. But the sign stayed up, out of respect. Biz booms to this day. I'm looking for Evelyn Parker. You know if she's here? Who's asking? Big tipper. Generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite, actually. It's all right, Mateo. I was waiting for this one. Evelyn Parker. I knew it was you as soon as you walked in. Sense on? Only tequila I drink. How would you know? I like to know everything about the people I work with. Either that or it was just a lucky guess. Why are we meeting here? Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. I'll take that as a compliment.
Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Mateo. If anyone asks, we're not here. So, Cherchez la femme. what can a horny girl like me Ищите женщину. Nothing's wrong. Really. Why don't you just tell me the truth? I just told you. Сиськи. Dex had a load to say about you. Called you professional, effective, and trustworthy. I hope he wasn't overselling. You don't give a rat's dick what Dex thinks. We both know that. You have trouble accepting compliments? No, just think flattery's beneath you. Am I wrong? Maybe Dex is beneath you. Have you known each other long? You writing Dex's bio? Hate to disappoint, but I just don't know much. In other words, you hardly know each other. Yet he fingered you for this job. Curious. Shit, buzz Dex right now if you're getting cold feet. I can wait. I doubt he'd add anything I haven't already heard. Anything I'd really like to hear, for that matter. There's only one other bunch that's worse than fixers in that respect. Used car salesmen. I'll go with my gut for now. Let's cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka, making this heist one dangerous, risky motherfucker. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Compeki Plaza, the hotel. You ever been? Classy corp hotels? Yeah, no. Out of my price range. Oh, the decor's to die for. As you'll see for yourself. So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What? So Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? Top dog like Yorinobu's bound to have an army on call. Hotel's probably a goddamn fortress by now, too. Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why is that? Surely you know what they say about Arasaka intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father. So we're not jumping the corp. We're jumping Yorinobu Arasaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago when he failed to do Daddy's bidding. Saburo's had Yori's balls in a vice for years. He might just turn the screw and crush them outright if he learns his son's up to no good again. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? So what's Yorinobu due to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. What could cyberspace's watchers and protectors offer him? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least.
Because you'll make sure the transaction never happens and I get the chip. Wait, Neutral Netwatch is mixed up in this. Netwatch provides net security for all corporations and collects eddies in the millions for it. But in this day and age, everyone's in the game, and no one can afford to be a saint. To win, one has to go all in. Fine, so no Arasaka security on the device because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is... You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. What else you know about Yorinobu? Quite a bit, actually. He studied finance and biotech in Tokyo. Probably didn't have a choice in the matter, come to think of it. Saburo was grooming him to be his successor. But then Yorinobu vanished to chase his own dreams. Cut himself off from the Corp for years. Long story short, though the black sheep returned, the bitter taste remained. But that's only one side of him. There's another. An intelligent man who has always walked his own path, and so has his own designs on the Corp. Could be another power-hungry corpo dick, like so many others. Ever tried to imagine what life might be like for an emperor's son? You have everything, yet you are no one. Nothing. At least as long as you remain in Saburo Arasaka's shadow. I sympathize. It's a vulnerability I understand well. And one you plan to exploit fully. One more thing. Data that's on the chip. What is it? Irrelevant, entirely. We're talking about data Yorinobu snuck out of Arasaka. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Sounds pretty damn relevant to me. Listen, V. The relic. That's my concern. Your concern? Earning a paycheck. Just get the job done. I'll make sure your bank accounts are sated. Okay, what's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Konpeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills. Think BDs are only good for fondling virtual tits, jacking off to in those boxes? No. They can be a very useful tool. Good for analyzing details human perception, even boosted, doesn't grasp. It's hard to Exactly say. what This you wouldn't be need. for sure, okay? So what's on the tape? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Так. О! Чипокрады. Как защитить свои данные? Топ-3 способа уберечь свои чипы от похищения. Читаете на улице, в магазине, в метро? Когда вы в последний раз проверяли свой нейропорт? Чипокрады просто терроризируют город. За последнее время полицейский департамент Найт-Сити получил сотни заявлений об украденных прямо из разъемов в чипах. Как защититься? Мы поможем. Такие кражи по большей части не расследуются, поскольку полиция дает все силы на борьбу с уголовной преступностью, что дает чипокрадам возможность наслаждаться безнаказанностью. Эксплойты, позволяющие взламывать наш нейрософт, широко доступны на черном рынке, поэтому многие воры обчищают теперь не карманы, а разъемы. Отвлечешься на минутку, и все, твоя личная информация попала в чьи-то липкие ручонки. Полиция признает, что выслеживать таких преступников трудно, и это не стоит затраченных ресурсов, поэтому мы готовы помочь вам сберечь свою информацию одним из 3 способов на любой бюджет. Первое. Измените настройки так, чтобы получать оповещения всякий раз, когда чип извлекается из нейропорта. К сожалению, этот способ часто поднимает ложную тревогу, когда вы работаете со своим нейрософтом. Второе. Вложитесь в новые разъемы. На рынке появились несколько новых моделей со встроенным механизмом безопасности и авторизации, чтобы чип было не так просто извлечь. Но если вам и так сложно сводить концы с концами, это решение может проделать дыру в бюджете. И третье. Изолента. Залепите разъем, и никуда ваш чип не денется. Нет денег, с техникой на «вы», плевать на внешний вид, тогда это ваш выбор. Эта записка в игре появилась после выхода аниме Cyberpunk Edge Runners, где
Люси занималась именно тем, что воровала в общественном транспорте чипы из аэропортов. Ну, в общем, брейнданс из номера Юринобу Арасаки мы посмотрим в следующей серии, а на этом мы будем потихоньку заканчивать. Всем спасибо, всем пока.